Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами спечем очень диетический и очень вкусный пирог. Пирог у нас будет с яблоками. Этот рецепт меня выручает очень часто, потому что печется очень быстро. Время уходит только на выпечку. Все замешиваем и выпекаем. И получается всегда. Попробуйте, я думаю, вам понравится этот рецепт. Приближаются праздники, и поэтому, наверное, это будет мой последний рецепт диетический, и уже начнем со следующей нашей передачи, так сказать, начнем уже печь новогодние вкусняшки. Пишите, что вы хотите увидеть, что вы хотите услышать, какие рецепты. Может, вы что-то хотите из греческой кухни, чтобы я вам показала, какие сладости у нас делают. Я все покажу, тихо-тихо, время у нас много, целый месяц. Ну что, начнем сегодня печь диетическое блюдо, так сказать, диетический пирог с яблоками. Начнем печь, мои дорогие. Ну что, мои дорогие золотые, сегодня у нас будет очень диетический и очень вкусный пирог. Для нашего пирога нам понадобится 2 яйца. Сейчас я разделю белки и желтки. Вернее, разделю яйцо на белки и на желтки, потому что белки я чуть-чуть взобью. Добавляем сюда щепоточку соли и взбиваем наши белки. Белки я взбила буквально чуть-чуть до такой легкой пеночки. Сюда добавляем желтки, которые мы сняли. Можете не взбивать белки. Я просто всегда взбиваю, потому что они дадут немножко легкость и пышность нашему пирогу. Так как мы не будем класть ни сахар, ни масло, ни муку. Яйца мы подготовили. И сейчас мы подготовим наше яблочко. Яблоко беру вот такое крупноватое. Приблизительно 220-240 грамм. И натираем на терочке. От яблока зависит, какой вкус будет у вашего пирога. Если яблоко будет кислое, пирог не будет очень сладкий. Но если вы возьмете немножко сладковатое яблоко, сорт яблок, то будет очень-очень даже вкусно. Натираем на крупной терке вместе со шкурочкой. Все, яблочко мы натерли. И отправляем яблоко к яйцам. И сейчас нам нужно будет порезать наши финики. Финики я не замачивала. 3 штучки. Если у вас нету фиников, положите буквально горсть изюма. Можете положить курагу, чернослив сушеный, что хотите. Косточки снимаем аккуратненько. Но финики как-то чуть-чуть полезнее, чем все это остальное, чем все остальные фрукты. Поэтому, если можете положить финики, кладите финики. Без сахара они у меня. И тоже их нарежем. А если у вас есть фрукты, которые вы засушили сами, это вообще будет очень вкусно, конечно. Я пробовала этот пирог печь черносливом, который сушили мы сами, и получилось тоже очень хорошо. И пирог получается на самом деле вкусный. Хоть он и диетический. Порезали финики. И их тоже отправляем к яблочкам. Перемешаем хорошенько. Финики, когда режем, они немножко потом бывают такие слипшие, поэтому чуть-чуть хорошенечко вот здесь нужно будет их размешать, чтобы они разошлись. Сюда добавляем 10 столовых ложек или миндальная мука, или просто миндаль, который вы сами промололи в блендере. Это уже на ваш вкус, что у вас есть дома. Ложки, чтобы были не совсем такие плоские, вот такие. 100 грамм здесь ровно, приблизительно 10 столовых ложек. Приблизительно. Но лучше, конечно, взвесьте. 100 грамм. И сюда же 2 столовые ложечки кокосовый орех. Тертый. Сверху тут же отправляю 1 чайную ложечку разрыхлителя. Можете заменить содой, конечно же. И 1 чайную ложечку ванильный экстракт у меня. Но если хотите, можете положить и ванильный сахар, что кому нравится, у кого что есть дома. Все это перемешиваем. По идее, все, наше тесто готово. Больше ничего мы сюда не добавляем.
Тестом, конечно, назвать это сложно, но попробуйте. Получается вкусно, это я вам обещаю. Я в последнее время столько экспериментирую с этими всякими диетическими рецептами и показываю вам только то, что у меня на самом деле получилось. Ну, как говорится, вкусы у всех разные, но этот пирог вам понравится точно. Форму обкладываем бумагой обязательно. На донышко я уложила бумагу. Края просто-напросто смажем маслом. Бумагу тоже можете, конечно, смазать. Для такой большей гарантии, потому что в пироге абсолютно нету ни масла, ни подсолнечного, ни сливочного, ничего такого жирненького. И все. Выкладываем тесто. Забыла вам сказать, духовку сразу включаем. Как только начинаем делать тесто, сразу же духовочку нашу мы включаем разогреваться на 170 градусов. Печется около 30 минут, около получаса. Равномерно уложим по всей поверхности. И тут уже сверху уже на ваш вкус. Можете просто-напросто посыпать лепестками миндаля. Можете украсить, как я и украшаю его сверху, яблоком. Вот такими тоненькими пластиночками порежем яблоко. Все, яблочки мы порезали. И теперь украшайте каждый, как кому нравится. Я буду вот так по кругу укладывать яблочки. Чуть-чуть их вдавливая в тесто. Совсем чуть-чуть. Все яблочки я уложила сверху вот так. Немножко их придавим. Чуть-чуть буквально. И все, отправляем пирог наш печься в духовку. Пирог у меня пекся 30 минут. Больше 35 я не думаю, что у вас займет времени на выпечку. Обязательно вытаскиваем из духовки и проверяем. Палочка бывает сухая-сухая. И сейчас мы его снимем отсюда, переложим в блюдо. Края я не застилала бумагой, поэтому придется пройтись по краешкам. Если хотите, можете застелить, конечно. Посыпем чуть-чуть сахарной пудрой сверху и порежем. Вот такой замечательный пирог получается в разрезе. И он очень-очень вкусный, мои дорогие. Приготовьте, вы не пожалеете. Это любимый пирог даже моего мужа, хотя он никогда не сидит на диете. Но его он кушает с удовольствием. Будем прощаться. До новых встреч. Приятного аппетита. Пока-пока.